Здравствуйте! Я очень рад, что мои ролики с упражнениями вам нравятся. Вы пишете, что они вам помогают, поэтому я решил сделать еще один ролик с упражнениями. Суставная гимнастика. Здесь я вам покажу некоторые упражнения, которые я сам придумал из моего комплекса, и некоторые, которые мне дедушка показал. И они на самом деле работают. Я в одном из своих роликов говорил о том, что суставы – это те наши органы, которые постоянно разрушаются в течение нашей жизни. Нет ни одного человека 50-летнего, у которого были бы суставы совершенно здоровыми. Никаких изменений, чтобы там не было. Такого нет. Но ответственность каждого человека в том, что он должен заботиться о своих суставах и стараться, чтобы его суставы прослужили ему всю жизнь. И, конечно, чтобы не было никаких воспалительных процессов, болевых ощущений и так далее. Для этого мы должны делать упражнения. Это упражнение вы можете делать в любое время. Я это упражнение в основном делаю по утрам. Эти упражнения могут делать практически все. Возрастных ограничений нет. Есть только одно ограничение – острые воспалительные процессы в суставах. В таком случае эти упражнения нельзя делать. Первое упражнение – это упражнение, которое показывал мой дедушка. По утрам, после пробуждения, когда вам удобно, вы можете вот это упражнение делать. Для начала замыкаете руки в замок и переворачиваете ладонями вниз и руки поднимаете вверх. И за ними подтягиваетесь. И ходите вот так. Зад, вот можете вот так пройти. Прямо нужно стараться, прямо тянуться вверх. Вот. Вот так идете. После этого сразу второе упражнение. Разминка стоп. Мы можем вот так ходить, как будто бы О-образную деформацию имитировать, да? Вот на внешних. Ходим на внешних ребрах ступни. Вот. Прямо можно вот так немножко коленями. Далее, это тоже второе же упражнение. Имитируем X-образную деформацию, да, уже. И на внутренних ребрах ступни ходим. Вот так. Когда вы это упражнение делаете, и на внешних, и на внутренних, когда идете, вы обязательно должны с согнутыми коленями это делать. Нельзя вот так на прямых ногах ходить. Вот чуть-чуть мышцы ног должны работать и пружинить, да. И следующий, третий вариант – это перекатывание. Ставим на пятку, ставим на всю ступню и вперед. Вот так перекатываемся как будто. Перекатываемся, перекатываемся, перекатываемся. А назад наоборот. Вот ставим на носки, на пальцы, ноги, потом на пятки. Вот так. Перекатываемся. Третье упражнение. Это массаж стоп. Вот у нас стопа. У нас есть пальцы на ногах, где много суставов. И вся стопа представлена мелкими костными структурами, которые между собой как бы соединяются, создают суставные соединения. И есть подошвенная фасция, которая переходит в ахилловые сухожилия. Массаж всегда начинаем с пальцев ног. Вот берем маленький мизинец ног и начинаем вот так. Можно с боков сначала. Берем мизинец с двух сторон. Но чтобы вам показать, я так неуклюже буду трогать. Конечно, если так, я, конечно, вот так буду, да, каждый сустав. Продавливаем просто. Продавливаем, потом следующий палец берем, продавливаем с боков. Именно с боков. Потом следующий. Мы как бы так давим, вы прям почувствуете, вот сустав, я вижу, средний фаланг, да, и концевой фаланг. Вот просто продавливайте, как бы мы суставную капсулу мобилизуем тем самым. Вот большой палец, вот сразу видно, да. Вот продавили с боков, потом
вытягиваем. Вот так держим большим пальцем руки, вот мизинец берем и вытягиваем, как будто туда тянем. При этом давим, тянем и давим, тянем и давим. Каждый палец вот так тянем и давим. Вот на большом пальце я покажу, чтобы видно. Вот тянем и давим. Вот именно с большим пальцем очень важный момент. У некоторых людей появляется вальгусная деформация. То есть вот здесь начинает шишка нарастать, палец начинает деформироваться, туда смотреть, и очень болезненный этот сустав становится, да. Не ждите, пока деформируется. Как только начинается, этот сустав нужно массировать. Не только вот так вытягивать сюда, но вот этот сустав сам, его можно промассировать. Каждый день можно вот так массировать. Вот эту косточку вы здесь увидите, почувствуете. Его вокруг надо вот так массировать. Очень хорошо нужно. Вот промассировали сустав, вот так мобилизовать его движение. Вот я этим занимаюсь часто, поэтому вот видите, моя стопа не деформирована. Учитывая, сколько я бегаю, это может произойти. Но я этому не даю развиваться процессу, потому что я все время делаю массаж и тем самым разгоняю здесь кровоток и не даю никаким отложениям тут откладываться. И далее у нас стопа, вот плантарная фасция, да, самая толстая, мощная фасция, которая выполняет амортизирующую функцию. И вот нам нужно эту фасцию время от времени разгружать. Для этого, вот видите, вот здесь есть подушечки такие за пальцами, да, и за подушками здесь есть углубление. Вот это углубление нужно продавливать. И вот так можете по часовой, против, но мне удобно по часовой, мой палец, или какой-нибудь массажер. Если палец у вас на руках болит, пальцем не нужно продавливать. Массажерчик можете взять. Вот эту точку нужно давить, и очень сильно. И именно вот такими круговыми движениями, втирая, как будто вы туда саморезы или болт вкручиваете. Вот нужно вкручивать, вот боль настигает, и такая боль, она терпима. И дальше круговыми движениями, как будто вкручиваете туда болт. Вот. И вот видите, да, красное пятно, это вот точка. Его нужно массировать. И дальше от него по центру стопы двигаемся к пятке. Вот здесь не нужно уже вот так давить, просто вот продавливаем. Вот пяточная кость, передний его край, да. И вот здесь вы тоже почувствуете, тоже одна точка есть. Ее нужно продавливать. И здесь тоже какое-то время нужно вот как вкручивающим движением массаж делать. Я вот чувствую даже пяточную кость. Потом есть вот здесь 3-4 точки. Вот с края, да. Вот это как будто вот кость у меня там пяточная, но его край, его угол, вот здесь нужно давить. И вот здесь нужно давить. И здесь. Вот эти 4 точки можно вообще просто, если вы точки боитесь пропустить, вот так пятку можно продавить. А потом мы руками потихоньку сдвигаемся сюда, где ахилловые сухожилия прикрепляются к пяточной кости. Вот в этой зоне нужно тоже продавить хорошенько. Вот это. Эта точка на самом деле снимающая усталость называется, да. Вот здесь, если будете хорошо давить, у вас, вы будете чувствовать бодрость. И с внешней стороны тоже эту точку уже я левой рукой, да. Правой мне удобно с внутренней стороны, а левой я с внешней продавлю. Вот здесь у меня чуть-чуть болит. Вот где болит, чувствуете, там нужно немного уделить внимание. И вот. И потом вот само ахилловое сухожилие вы можете вот так промять. Вот все точки на стопе продавили. Берете двумя руками
стопу и начинаем просто мять, как тесто. Вот мнем, и вот так всяко-разно делать можете. Вот так, по-разному его. Вот по-разному, да? И вот так, можете вот так делать. Если не болит нигде, никакой сустав о себе не сигнализирует, да, то можно это упражнение делать очень с воодушевлением. Можно хорошенько так промять. А если где-то что-то болит, особенно остро болит, то надо вам обязательно этот сустав посмотреть. Сделать рентген или что-то, выяснить, может там воспалительный процесс, и лечить. Суставы на самом деле очень хорошо лечатся иглорефлексотерапией. Это было третье упражнение со стопой. Все, что мы делали с левой, то же самое делаем с правой стопой. И следите за здоровьем стоп своих, потому что стопы выполняют очень важную функцию, амортизирующую, на все суставы. Если у нас стопы не работают, то компрессионная нагрузка идет на все суставы. Коленный, тазобедренный, на таз, на крестец. Крестец отдает на каждый сустав позвоночника. Далее, четвертое упражнение для коленных суставов. Ноги на ширине плеч. Кладем руки на колени ладонями и начинаем двигать такие круговые движения потихоньку вовнутрь сначала. Замыкать коленные суставы не нужно, то есть выпрямлять до конца ноги не нужно. Все время коленные суставы чуть-чуть согнуты. И в этом положении мы делаем легкие круговые движения, легкие. Не нужно прямо стараться амплитуду усиливать, не надо, просто комфортно. Потом делаем наружу, другую сторону. Сколько времени есть, насколько у вас, столько и делайте. Следующий после этого. Вот у нас коленный сустав. У сустава есть суставная капсула. И мы должны хорошенько мобилизовать суставные капсулы, так как суставные капсулы изнутри покрыты синовиальной мембраной. А синовиальная мембрана вырабатывает синовиальную жидкость. Синовиальная жидкость питает суставные хрящи. Поэтому мы должны хорошо мобилизовать суставные капсулы. Для этого берем вот руки, прижимаем и трем с обоих сторон. Трем. И с левым суставом. Так. Второй. Далее делаем вот надколенник. Тоже трем. Трем, чтобы там тепло вы почувствовали. После этого берете вот так. Хлопаете с двух сторон. Все. Ничего нельзя делать в подколенной ямке. Туда вообще давить, туда лезть нельзя. Упражнение для тазобедренного сустава. Если вы не можете, как я сейчас покажу, делать вот так, да? Если вы не можете держать баланс, вы можете встать у стены или за что-то опереться, держаться. Лучше держаться, чем упасть. Поэтому для того, чтобы мобилизовать тазобедренные суставы, делаем такие круговые упражнения. Вперед сначала. Амплитуду можно потихоньку начать вот так, да, постепенно. И можно увеличить. Можете прямой ногой вот так делать. Да, можете вот так поставить, потом вот так. Но лучше всего, конечно, крутить. Поэтому лучше держаться за что-то и амплитуду побольше. Далее. Сначала вперед, потом назад, да. И назад здесь тоже. Есть вот у нас бедренная кость, да. Вот вы прямо почувствуете руками бедренную кость. То есть тазобедренный сустав. За этой косточкой есть впадина такая назад вот так, если вы... Вот у меня кость бедренная, вот прямо чувствую. Суставная головка в бедренной кости туда, в таз входит, да. За ней вот есть такое углубление чуть-чуть мышечное. И вот с двух сторон, если вы это прощупаете, там мягкое.
Вот бедренная кость. И вот прямо край, верхний край, да? И по нему потихоньку вот так спускаетесь, по кости самой. И вот здесь есть точка, она всегда болезненная чуть-чуть. И вот его массируете, прям прижав к самой вот бедренной кости. Не мышцу просто проминаете, это ягодичная мышца, а именно вот на косточке вот здесь есть точки. Вот их нужно мобилизовать. Если вы хотите еще более глубоко нагрузить тазобедренный сустав, то делаем такие выпады, да. Для этого можете вот сюда поставить руку и просто вот так пружиним, качаем. И когда вы это делаете, обязательно смотрите, чтобы колени не были впереди пальцев ног. Вот так не надо делать. Вот назад. И пружините именно в тазобедренном суставе. Сейчас я вам покажу с другой стороны. Вот, например, вот так. Да? Вот здесь примерно 90 градусов. И так, задняя нога прямая. Держим прямо и пружиним. Просто чуть-чуть пружиним. Если кто-то это упражнение не может делать, ничего страшного, не делайте. Сделайте только вот вращение и потом подавите эти точки. Упражнение для таза. Таз у нас выполняет функцию как бы стабилизатора. Если таз у нас искривляется, он может как в правую сторону смещаться, как в левую сторону. То есть вот тазовые кости, да, подвздошные кости, если так смотреть, то таз может вот так смещаться или вот так может. Или может вот такие движения. Потому что все кости таза, они с друг другом соединены с помощью такой связки, да, жесткой связки, но подвижной. Поэтому мы должны всегда делать упражнения для мобильности таза. Первый – это, конечно, вращение таза вокруг своей оси. Вот. В правую сторону, в левую. Ну, тут нужно побольше делать. Надо в одну сторону где-то вращать 15-20 раз, да, и в разные стороны. И чувствовать, когда вращаете, какие мышцы, где зажаты, где не зажаты. Вот. Бывает, что вращение можно делать корпусом, да, вот так прям некоторые делают. Вот так прям делают, да, вот так. Но я в основном вот вращение делаю. Когда делаем вращение тазом вокруг своей оси, вот здесь ноги прямые. Нельзя с согнутым коленях ногами вращение делать. Ноги как будто бы вот в коленных суставах замыкаете в замок, ноги выпрямляете и делаете вращение. И чувствуете прям все мышцы на ногах. И при вращении тазом у нас работают еще и очень хорошо тазобедренные суставы. И следующее упражнение для таза – это снова занимаем позу такую. И это упражнение я очень люблю. Мне очень хорошо помогает именно стабилизировать крестец. И этой рукой, локтем достаю до коврика, потом раскрываю грудную клетку. И здесь я чувствую, вот как у меня таз тоже раскрывается. Здесь очень важный момент. Вот эта нога должна быть прямой. Обязательно. И вот раскрываюсь, потом снова. Вот. Почувствовали? Крестец. Я это упражнение делаю именно из-за этого хруста. Такое ощущение после этого, как будто хвост начинает шевелиться лучше. Я покажу с другого ракурса, сбоку. Вот мы встаем. У меня передняя нога – это правая нога, задняя нога – левая. И вот задняя нога, левая, должна быть прямой. Нельзя вот в таком виде, да, это делать, это небезопасно. Прямо. Если тоже у вас вы не можете так вставать, вы не делаете. И вот так. Ну, я показываю это очень быстро, для того, чтобы ролик не растянулся, да. И
и показываю все на одной ноге. Вы должны, конечно, делать это очень медленно, чувствуя каждую мышцу, можете ли так делать, чувствуя свое тело, и делать на обе ноги обязательно. Идем дальше. Следующий сустав. Если вы обратили внимание, то мы идем по этажам. Начали с нижних этажей, со стоп, и потихоньку продвигаемся вверх. Делать эти упражнения нужно в этой же последовательности. Начинать нужно всегда со стоп, а потом продвигаться вверх. Упражнения на плечевые суставы. Ну, наверное, все в школе, кто учился в советской школе в 90-х годах, делали такое упражнение. Ставим руки на плечи, на пальцы, да, и вращение вперед. Тут нужно локтями работать, да, локти контролировать. Прямо локти должны вот вместе почти идти, а вместе. И раскрывается. Это очень важное упражнение, потому что этот сустав у нас называется висячий сустав. У него одна точка прикрепления – это грудино-ключичное соединение, вот эта точка, да? А других прикреплений у этого сустава к телу, к торсу нет. И здесь есть вращательный манжет, очень сложный этот сустав, здесь много костных конструкций участвует в образовании этого сустава. Поэтому, когда проблема возникает с плечевым суставом, это проблема в основном на всю жизнь. Вот у меня проблема есть с левым плечевым суставом, и я никак не могу полностью этот сустав восстановить. Что я только не делал, да? В какой-то плоскости, какие-то микродвижения для меня иногда очень болезненные бывают. Но я об этом знаю, но при этом левый сустав у меня рабочий, я все делаю ими. Первое упражнение это было, а второе вот мы здесь подключаем уже всю трапецию, назад и вперед. Здесь как с тазом можно вперед, назад. Я вот это упражнение тоже очень люблю, потому что я чувствую, как лопатки двигаются, как ключица работает, как работает плечевой сустав, да. Очень хорошо чувствуется. И нужно это упражнение всегда делать. И потом заканчиваем этим плечевым суставом подтягиваниями. Вот берете, поднимаете руку правую сюда и левой рукой вот за локоть. И сюда тянете. И вот здесь все растягивается. И вы чувствуете. И тянете настолько, чтобы не было боли. Тянете. И далее также. Вот. Левый сустав чувствуется. Я правый могу тянуть, а здесь чувствую, но надо тянуть. Здесь я чувствую, что здесь напряжение есть. И тяну. Потом правую руку поднимаем вверх и роняем кисть. И вы должны вот между лопатками сюда поставить руку. И тянем. Можете вот так помочь. Потянуть чуть-чуть. Вот. Потом левую руку берем. Вот. Роняем, да? Шик, упал. Сюда положу. И вот так тянем. Пробуем. Вот так. И трицепсы все растягиваются. Тянем. Помогаем второй рукой потянуть чуть-чуть. Потянули и держим. И дышим. Расслабляем. Потянули чуть-чуть и держим. Дышим. Расслабляем. После этого берем правую руку сюда, кладем, левую руку сюда. И хватаем локтем. И друг к другу тянем. Можете вот так попробовать. Вот так поделать. Чувствуете, как суставы, плечевые суставы расслабляются. Это можно тянуть сюда. Следующее. Упражнение замок. Правую руку вверх. Роняем кисть. А левой тянемся к правой руке. И они соединяются между собой. Могут у некоторых людей вот так пальцы соединиться, ничего страшного. Могут не соединиться вообще руки. Нормально. Вот соединили, можете встать ноги на ширине плеч
и посмотреть направо. Здесь надо постараться так, чтобы рука не продавила голову. И вот в таком скрюченном состоянии замок не надо делать. Голова должна всегда быть поднятой. И замок в обратную сторону также. Если у вас сзади руки в замок не соединяются, можете взять какую-нибудь такую тянущуюся резинку и вот правую руку положить, а потом левой эту резинку схватить. И вот так. И можете друг к другу продвигаться, да, руками. И вам не, резинка, она дает всегда вытягиваться немножко и не будет травмировать суставы. Далее показываю упражнения для локтевых суставов и кистей. Если хотите, чтобы руки у вас были красивыми до преклонного возраста, эти упражнения обязательно нужно делать. Моего дедушку очень волновало именно, чтобы его пальцы на руках кривыми не стали. И он это упражнение лет 45 из 50 начал делать и делал постоянно. И я должен сказать, что у него пальцы рук начали меняться только после 80 лет. До этого руки у него выглядели очень красиво. Локтевые суставы как можем расслабить, да? Вот есть такое движение. Можем на себя, можем от себя. Боксеры, наверное, это упражнение любят, знают. И также. Если вот такое движение делаете, и здесь какие-то мышцы болят, значит, там у вас напряжение. Это для локтевых суставов. И локтевые суставы, конечно, как любые суставы, мы руками мобилизуем немножко. Все это массируем. И супинация, пронация. Это тоже для локтевых суставов. Я люблю взять маленькие гантели, полукилограммового, килограммового, и с этими гантелями так крутить. А вы можете по-разному. Просто можно ладонями вверх, вот так можно делать. Разные такие упражнения, когда вы делаете, это тоже развивает мозг. И далее показываю упражнения для кистей. Здесь в основном так же, как со стопой, больше массажа. Каждое утро, когда я встаю, я тоже это делаю сам. Вот беру каждый суставчик, массировать, уделить внимание каждому суставу. Вот беру с боков и сдавливаю. И отпускаю. Беру с боков, сдавливаю, отпускаю. Сдавливаю, отпускаю. Сдавливаю, отпускаю. Вот я когда сдавливаю, я чувствую в суставе такое напряжение происходит. И это вы должны чувствовать. Сдавливаю, отпускаю. Сдавливаю, отпускаю. Сдавливаю, отпускаю. И так как для каждого сустава сдавливаю, отпускаю. После этого начнем с большого пальца. Я хватаю его вот так рукой и тяну. Тяну и массирую. Тяну и массирую. Вот так. Подтягиваю, да, и массирую. И для этого сустава вот так. Тяну и массирую. Вот так. Каждый суставчик. Здесь хрящи. Вот хрустеть суставами не очень хорошо, но не старайтесь, чтобы прохрустел. Просто промассируйте каждый сустав, каждый пальчик. Вот. И потянули каждый пальчик, потянули за кончик, потянули, потянули, потянули. Это упражнение делаем для каждой руки. Потом в конце обе руки берем, соединяем замок и вперед толкаем, как будто толкаем. Толкаем, 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 толкаем. Да? Еще раз. Толкаем. После этого каждый палец вот так прямо на гибкость. Вот у меня вот этот палец полностью был оторван. Его пришили. Сохранил чувствительность, и здесь сустав приклеенный. Мне сказали, что твой сустав потом, когда заживет, палец так скрючится, но зато будет свои функции чувствительности выполнять. Но я, выполняя вот эти суставную гимнастику каждый день, у меня палец не только скрючен, конечно, здесь все эти связки
оторванный, да, из-за этого в обычном состоянии сам палец не может выпрямиться, но я могу помочь выпрямить, ничем не отличается. Вот. Но зато палец чувствую, это же мой инструмент, я же пульс слушаю этим пальцем. Я, когда оторвал, я говорю в больнице, пришейте, пожалуйста, это мой инструмент, мне он нужен. Вот. И каждый палец вот так проминаем. И в конце делаем мобилизацию кистевого сустава. Для этого просто вот так двумя пальцами вот так по кругу держим, да? Я так как пресс зажимаю всегда. Вот зажимаю, потом беру вот так, потом кручу. И это то же самое. Вот право, лево. Мы сделали упражнения для плечевых суставов, для локтевых, для кистей. После этого вот так потрясли ручками. Или вот так, чтобы каждая мышца. У нас осталась шея. Перед тем, как продолжить, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам интереснее, чтобы я показывал и рассказывал каждый свой шаг, как вот сегодняшнее видео, да, или просто показывал, чтобы вы со мной делали. Как вам интереснее, я буду дальше записывать и буду делать так, как вы скажете. Сейчас я вам покажу упражнения для шеи в двух вариантах. Первый вариант – это для людей практически здоровых, профилактическое упражнение на развитие мышц шеи. А второй вариант – для людей, у которых уже есть проблемы с шеей, проблемы с артериальным давлением, проблемы с головокружением и так далее. Вот если у вас такие проблемы есть, первый вариант упражнений вам делать нельзя. Шея – это множество коротких мышц. Когда мы упражнения любые делаем вот в таком положении вертикальном, или сидя, или стоя, хоть как, да, поворачиваем направо, налево, там, вверх, вниз. Это упражнение для суставов шейного позвоночника. Но я хочу показать именно упражнение для мышц шеи. Когда мы находимся в вертикальном положении, мы же прямоходящие, у нас голова как будто вот сидит на позвоночнике, да, его вес не чувствуется. И эти мышцы, когда вот сейчас даже поворачиваю направо-налево, они, конечно, работают, но недостаточно хорошо, на них нет нагрузки. Поэтому упражнение для шеи мы делаем лежа. Для этого упражнения нужно лечь на спину. Ноги можете вот так поставить, можете выпрямить, это не имеет никакой разницы. Для этого мы поднимаем голову не вот так, а поднимаем голову вот так, прямо, вот подбородком, да. Мы как бы вверх двигаемся подбородком и держим голову так, и в этом состоянии поворачиваем направо, налево, направо, налево. Это упражнение очень сложное. Для выполнения этого упражнения есть множество противопоказаний. Артериальная гипертензия. Первый, да. Второй – это всевозможные проблемы шеи, болезненные, остеохондроз и так далее в стадии обострения. Нельзя выполнять. Это упражнение могут делать практически здоровые люди. Для того, чтобы мышцы шеи были в тонусе и не было никаких осложнений с кровооттоком или притоком в головной мозг. Это в основном профилактическое упражнение. Если вы никогда такое упражнение не делали, лучше не делайте. А сколько раз делать – это сложное упражнение. Вы должны чуть поднять голову, держать вес головы и при этом очень медленно поворачивать направо, налево. Вы будете чувствовать все мышцы шеи. И в 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую – это очень хорошо. Максимум 10, но не переусердствуйте. А для тех, кто не может делать лежа, будете делать стоя. Я потом покажу. Далее продолжаем наше упражнение. Мы сделали на спине лежа, да? Теперь нужно лечь на живот. Только на живот не получится на полу. Нужно лечь на диван или на кровать, на что-то. Вот я как лежу, да? Руки можно, конечно, сюда вывести, но этого не стоит делать, потому что когда вы сюда руки выводите, вы включаете трапецию. Мы будем вот так поворачивать направо-налево голову.
А руки нужно назад положить, чтобы трапеция не включалась, а только работали мышцы шеи. Хочу обратить ваше внимание, что мы смотрим на пол, не вперед, а на пол. И в этом положении мы смотрим право-влево на пол и вот так вот. Здесь тоже сколько повторений, это уже зависит от ваших возможностей. Ложимся на правое плечо, вот так, и голова висит, шея расслаблена. И поднимаем голову. Можете руки, можете вот так поставить. Поднимаем голову прямо, до прямого состояния. Вот прямая шея. Сюда не нужно голову вверх задирать, а до прямого. Расслабил, поднял, расслабил, поднял. Ложимся на левое плечо, так же, как на правое делали. Можете рукой здесь так упереться. Расслабили голову и поднимаем. Здесь тоже количество повторений столько, сколько вы можете. Не нужно переусердствовать. Упражнение начинается вот так. Мы стоим, ноги на ширине плеч. Концентрируемся, то есть центрируемся больше, находим центр, расслабляемся, но при этом шею четко чувствуем, держим. И подбородок не нужно опускать, не нужно поднимать, смотрим прямо перед собой. И поворачиваем направо, налево. Но поворачивать нужно до конца, насколько вы можете. И чувствуете все мышцы. После этого вы можете таких упражнений много раз делать, сколько можете. После этого делаем наклоны головы. Пытаемся положить голову на правое плечо, при этом плечо не поднимаем, просто голову к плечу опускаем и поднимаем. Пытаемся положить голову на левое плечо, при этом плечо не поднимаем, просто расслабленно, а голову вот расслабляем. Вот так. Упражнениями для шеи заканчиваем нашу суставную гимнастику. Эти упражнения вы можете делать на чувстве. Не нужно делать сколько-то там, 10 повторений, 20 повторений. Это не важно на самом деле. Если вы прорабатываете все, то очень хорошо. Но последовательность всегда снизу начинаем, вверх идем. Заканчиваем шеей, все, упражнения все сделали. Берем двумя руками вот так уши, ушные раковины. Их вот так вытягиваем и начинаем массировать. И потихоньку вниз мочки массируем, снова вверх раковины ушные массируем. И вот так уши подтягиваем немного, подтягиваем. И вот так немножко давим. Можете вот так прижать немножко. И мочки. Заканчиваем именно массажем мочек ушей. Будьте здоровы!